Шалом, друзья, это Красава, и я пригнал в Израиль. Пока российская сборная, российские клубы находятся в бессрочном бане для выступления на международных турнирах, Израиль стал одним из главных направлений релокации футболистов из РПЛ. За последний сезон сразу 3 российских футболиста перебрались в Израиль. И сегодня мы погрузимся в израильский футбол через клуб Бейтар, за который играет Григорий Морозов, прошедший все юношеские сборные России, забивавший за московское «Динамо» и входивший в топ-3 молодых футболистов страны. Что такое израильский футбол и как он выглядит? Почему сюда едут наши игроки? Правда ли, что здесь самые радикальные и безумные фанаты? Сегодня узнаем. Погнали! Красава! Половина поля горит просто! Эта база несколько раз горела. Во время игры фанаты дерутся с футболистами, серьезно? Грубо говоря, Гузаров и Черчесов хотели тебя спиздить у Андреева. Гриша Морозов подает голевую передачу, и Бейтар выходит вперед 1-0! Я, конечно же, против войны, самого насилия, оно мне противно. Все нормальные люди съебались с матча, я понял. В такой сложный момент можно как бы и без флага обойтись. Если говорить о моих чувствах, мне было неприятно видеть флаг России. Мне кажется, просто неуместно. Что должно случиться, чтобы ты вернулся в Россию? Красава! Я прилетел в Израиль вместе с моими брозерами из Aviasales. Кстати, через Тель-Авив удобно лететь, если вам нужно попасть из Европы в Азию или наоборот. На Aviasales есть много удобных стыковок. Выставляйте нужные фильтры, только на всякий закладывайте побольше времени на пересадку, если летите разными авиакомпаниями. В аэропорту Израиля тщательный досмотр и очень большие очереди, поэтому берите время запасом, чтобы в очереди не включать режим таранного тобольского форварда, как пришлось делать мне. Короче, ребят, смотрите, сегодня финал Кубка, играет Бейтар. И те, кто не поедут на выезд, здесь соберутся болеть. Вот сейчас поставили огромный экран. Короче, обещают полный стадион, да. Вот братуха меня пустил. Все опечатано, но свои люди есть у Красавы и в Израиле тоже. А вон уже фанаты растянули перв. 20 тысяч болельщиков сегодня поедут в Хайфу топить лайвом, да, а те, кто не поедут, они будут смотреть вот на этом экране сегодня футбол. Обещают заполнить 30-ку здесь. Представьте, один из самых популярных клубов Израиля сегодня может взять долгожданный трофей, ведь их так давно не было. Короче, ребятки, едем в Хайфу с пацанами, болельщиками Бейтара. Говорят, что будет очень жарко. Так, ребятки, ну что, мы добрались до Хайфы. Если честно, я в кайфе от того, что я вижу. В кайфе от Хайфы, да. Не знаю, что я увижу сегодня на футболе. Может быть, я разочаруюсь от футбола. Но пока от того, что я увидел, я просто в полном восторге. До финала еще 4,5 часа. И что нужно сделать перед тем, как пойти на финал, где играют наши пацаны? Ну, во-первых, вам нужно подписаться на мой канал, нажать лайк, оставить комментарии, кто следующий, возможно, уедет в Израиль. Также подписывайтесь на Красава ТВ, подписывайтесь на мой инстаграм. Это должны сделать вы. Ну а я пойду в отель Грише и буду заряжать ему тапки. Мы 100 лет с вами тапки не заряжали. Сегодня нужна только победа, чтобы этот выпуск не был супер грустным, а был супер веселым. Приятные цвета у Бейтара все-таки, да, надо признать. Желто-черненькие. Почти как дома, почти как футбольный клуб Красава, только у нас ни кубка, ни автобуса пока нет. Здорово! Ну что, да я тут, слушай, ну как настроен? Да все супер, что? Смотрю на сколько. Они? А? Они? Да, вот они родненькие.
Так, давай, смотри. Короче, во-первых, насколько я знаю, у тебя не было еще ни одного трофея. Ну, если мы не берем первую лигу, то, конечно. Не, в первой лиге у меня есть Кубок ФНЛ. Нет. Короче, смотри, если мы заряжаем тапки, это все срабатывает, ты сегодня берешь первый трофей, так? Это так. Если все это проходит, тогда с тебя футболка. Обязательно. Которую мы разыграем. Нет, я ее уже так и так приготовил. Ну чего? Давай заряжать они. Вот они, родненькие. Погнали. Ну что, let's go. Ребята. Надо это сделать сегодня. Так, сколько мы не заряжали? Мы не заряжали тапки уже, наверное, не знаю, года полтора. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Брат, вот так вот выигрываются Кубки Израиля, поэтому... Давай подкрадули обратно. Давай. Раз. Давай, два. Ну чего тогда, давай, тебе удачи. Спасибо большое. Должен Давай увидимся забить. там, в любом случае увидимся. Да, я буду на фанатке. И что сегодня рекомендуешь бить поворотом больше? Надо бить поворотом. Хорошо? Да. Все, давай, дорогой, давай. Все, давай, брат, давай. Пока, до встречи. Короче, ребят, я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь из вас был на матчах чемпионата Израиля или Кубка. Я ни разу не был и ничего не видел. Мое первое впечатление, я удивлен, в принципе, Израилем и тем, как здесь топят. И я уверен, что это только начало, на матче будет очень горячо. Бейтар последний раз чемпионом был в 2008 году. Больше чемпионства не было. Почему так долго и почему нет результата у команды? The problem, Betar changed many owner, many like players and coach and everything. So because of that, but always Betar, like when we have the owner, like Arkady Gaidamak, is take Betar from down to the top, and then Betar was in the top, take the champions and cup, champions like double. And then after Arkady Gaidamak want to win here in the election in Israel, and then he's not won, and then he's do everything for Betar go down. And he's bring two Muslim player, Chechenian player to play in Betar, and then the fans make problem normally. And then he's go home and take all the money from Betar. So always Betar is need to be in the top, but the problem, because it's like something politics, so always the owner change. But now we have like good owner and he's gonna take Betar to top, so we hope what's gonna happen. Когда-то владельцем Бейтара мог стать шейх. Но понятно, что болельщики это не приняли, потому что болельщики говорят, что лучше команда пусть умрет, чем там будет хоть один мусульманин. То есть вы реально готовы к тому, чтобы команда умерла, но не готовы к тому, чтобы хотя бы один мусульманин пришел в клуб? So we say always when people ask me why Muslim not play in Betar, I don't say Muslim no need to play in Betar because I'm Tunisian. My parents from Tunis, so I'm also kind of Arabic, but Jewish Arabic like Israeli. But if the people come and play in Betar and before the game, like all the players of Betar is put their hands and say Atikva, it means the song of the Israel, and I believe in Israel and I believe the rule in Israel, come to play. But it's not gonna happen because no Muslim don't believe in Israel need to be excited. It's always just we're not gonna be country. So I want player is love to play for the team and for the Israel national, but it's not gonna happen. So yeah, we don't want. And Jerusalem is city, she have a lot of attack. Many people die in Jerusalem in attack, in the bus, in the street, with a knife, with everything. So why I need someone playing my team when he's want to kill me or kill my family? So it's easy. So yeah. В 2013 году в команде были два парня из Чечни, но болельщики их выдавили. Что это была за история? Расскажите поподробнее. So this is what I say, like Arkady Gaidamak was the owner of Betar, it's come here, it's put a lot of money in Betar and Betar win the champion. 1 year after we win the champion in the cup together, after we win in the cup. And then Arkady Gaidamak, and then we understand what he want is not to buy Betar and take Betar to the top, he want to go inside to Israeli politics. If it's guns, if it's more things, and then he's bring Roman Kadyrov and he's bring two Chechenian players, Sadayev and Kadayev. And he's not bring him because it's good player or good soccer player or because he's love Jerusalem. He's bring him because he want to fight with the fans of Betar and he don't want like Betar continue to go to the top. So everything was politics. And the fans say, okay, you wanna buy us?
give us good player, give us everything, but be with us. Don't like fight with us. And then when we see it's politics and Arkady Gaidamak lose in the election here, is have maybe 5 votes in all Israel in the election. Then he's go home. And then everything go home. And, Сегодня горячо чувствую, да? It's hot, yeah? yeah. And then the two players is don't do nothing, yeah. But Arkady Gaidamak and Kadyrov use them to fight with the fans of Betar. And this is what's happened. But the fans, it's more strong from the all owner, from the all money, from everything. Если 2 пацанов из Чечни выдавили болельщики, то сейчас играют 2 других парня из России, Бородин и Морозов. Как к ним относятся и как фанаты оценивают их игру? Yeah, so it's really different because Morozov and Borodin, you can see him. I see him on the training, I see him on the game. I see him before the game when it's feel the atmosphere and when it's before the game it's feel everything, and we see it give everything to Betar. And also if we speak about Morozov, it has some issue with Jewish, the family, I think the grandmother or something like that, she's Jewish. So he's love Israel and he's play for the team, so it's really different. And he scored this year and he's bring Betar to the final. It's an amazing player, and also Borodin. Before Borodin came, the defense of Betar it was terrible. But now everything is good because of him, so it's really different from the 2 Chechenian to the Borodin and Morozov because it's bring 100% to the team, and another player is not give nothing because it's come for money and politics. It's not come really for support Betar and to help to Betar to go to the top. Ребят, чтобы вы понимали, это фанатка Бейтара. И здесь, судя по всему, все не по билетам. И просто даже пройти невозможно. Вау. Но будем где-то здесь караулить эмоции, как мы с вами любим. Ребят, клянусь, мурашки бегут, брат. Так, ну что, обе команды вышли на разминку. По жестам можно догадаться, что сейчас будет состав Натани объявлять. За последние несколько лет я поменял сразу несколько профессий. Футболист, телеведущий, блогер, футбольный президент. Главное — жить в кайф и не бояться перемен, если чувствуешь, что можешь реализоваться в чем-то еще. Одно из самых перспективных направлений для тех, кто хочет поменять профессию, это IT. Причем для старта в IT не обязательно иметь навыки в программировании. Карьеру айтишника можно начать с профессии тестировщика, которая не требует технического образования. Узнать больше об этой профессии, выполнить реальные задачи и вообще самое главное понять, подходит вам это или нет, можно на бесплатном курсе образовательной платформы Нетология «Тестировщик. Быстрый старт в IT». Работу тестировщика можно отдельно сравнивать с послематчевым разбором в футболе. И там нужно искать огрешности. Тестировщик проверяет работу сайтов, мобильных приложений и ищет в них ошибки. И именно от него во многом зависит итоговое качество продукта. Поэтому спрос на тестировщиков стабильно высокий. Все остальные нюансы работы тестировщика можно узнать на бесплатном курсе Нетологии. В том числе: первое. Как выглядит обычный день тестировщика? Второе. Сколько можно зарабатывать, если ты не имеешь опыта?
Третье. Какие навыки нужно развивать, чтобы быть востребованным специалистом? В конце вы выполните реальную задачу специалиста, протестируйте блок сайта, а еще пройдете проверочный квиз и решите, стоит ли продолжать дальше и идти в полное обучение. Бесплатный курс ни к чему не обязывает, но даст вам представление о работе и перспективах. Навык тестирования открывает доступ ко всем преимуществам цифровой профессии. Вы можете получать достойные деньги, работать удаленно и развиваться в тестировании или перейти в другое IT-направление. IT сегодня один из главных социальных лифтов. Переходим по ссылке в описании или по вот этому QR-коду и записываемся на бесплатный курс нетологии «Тестировщик. Быстрый старт в IT». И, конечно же, самое главное, по промокоду КРАСАВА, если вы все-таки решите связать свою жизнь с IT, вы получите скидку 45% на платный курс в нетологии. Ну что, стартуем в IT и продолжаем смотреть выпуск. Ты оказался в Бейтаре по ходу сезона. Вообще, как появился этот вариант? Вот вспомни, как проходили переговоры, когда ты первый раз услышал о предложении этого клуба. Ну, значит, до этого я проводил сезон в Словении. У меня там полноценный контракт до сих пор, кстати. Но у меня там произошли разногласия там, с главным тренером. Потом, значит, я понял, что я здесь оставаться не хочу. Стал подбирать себе какие-то варианты. Сначала я написал знакомому агенту в Европе. Плюс еще писал там через Йокич. В общем, все как-то давай там нам авторизацию, надо подождать. В общем, ну вся вот эта канитель, тянется все. И, значит, просто нахожу пацана, который на меня подписывается в Инстаграме. И я смотрю, как бы вроде агент, что-то с Израилем, там флаги. И я такой думаю, блин, да была не была, короче. Ну, давай пишу ему. Я говорю, дружище, ты знаешь про мою ситуацию? Он русскоговорящий или... Нет, на английском. Он говорит, я как бы знаю, вот, готов тебе помочь. Я говорю, ну было бы здорово, говорю, я готов, открыт к предложениям, вот, готов с тобой подписать. Трансферное окно закрывается там, давай назовем дату 31-го, 27-е, короче. Они мне говорят, нужно приехать потренироваться неделю. Типа, я говорю, какую неделю потренироваться? А почему потренироваться? Потому что месяц я был в отпуске и непонятно, в каком я состоянии, булочки кушал. Я говорю, я готов вылетать, вот чемоданы, вот я еду уже в аэропорт. Нет, у нас шаббат, мы сейчас билеты не можем купить. Я говорю, блин, ну понятно. Уже, то есть я неделю не могу себя проявить, как бы на 3 дня непонятно, кто я, что я вообще. Так. Вот, и в итоге, это значит... звали сюда, в Бейтар, да? То есть ты должен это звал меня Хапаэль Тель-Авив, звал Бейтар и Бершева. 3 клуба, которые, да, мы хотим, но надо приехать потренироваться. Я говорю, дружище, ну блин, у меня матчи, посмотри, как бы нужен, не нужен, потренироваться не понимаю, 28 лет там. Вот. Но я даже и на это был согласен, потому что я не видел себя как бы в Словении, чтобы я там остался. Бейтар был настойчивый, то есть они говорят, давай, без тренировок, ну а я хочу играть, принимаю решение ехать, конец сезона провести здесь, аренда, вот, и с последующей опцией. Ну, опять же, я беру на себя риски, что аренда, понравлюсь, не понравлюсь, в общем, еду и как бы вот успешно себя здесь показываю, и, блин, мне супер здесь нравится. Я разговаривал недавно, что они готовы со мной продлить, то есть дать личный контракт. Вот. Ну, в общем, я все ставки поставил на этот переезд и, блин, супер счастлив. Actually, now the situation in Israel, the market is it's limited because there is no big names. I mean, Israeli big names. So my partner sent me his profile. He told me he has an Israeli passport. So I knew immediately. Because I saw with Morozov, he played more than 100 games in Dynamo Moscow. With his abilities as an Israeli, it needs to be the level of the Israeli players, not one more level as a foreign players. I knew immediately there is a chance to make this deal happen. So I contacted with them. I met them before, in January actually, it was the first time we spoke. And I offered them to some clubs here. Actually, I got some offers. But from the first moment I saw that Beitar Jerusalem was so serious and want to close the deal immediately. So we spoke, I explained them about the club, and it was easy deal for me because he's a good player in a good club, everyone wants, and yeah, as an agent it's a good deal to close. Actually, I can tell you a secret, it was so close to signing Hapoel Tel Aviv. They want them also. I felt that Beitar, and also Grisha told me that, Morozov, that he feel that Beitar Jerusalem are more serious and close the deal and give him a good conditions.
And yeah, now after he won the title, and I can say it was a good deal. Я знаю, что средняя зарплата вышки Израиля где-то 10 тысяч долларов. Если брать жирные времена в «Динамо» и здесь, насколько ты понизился в деньгах? Жень. 5 раз? Не, ну в 5 нет, конечно, я же не такой топ. В 3? Вот. Ну, 3 раза, да. За последний сезон Шапи, Бородин, Морозов переезжают в Израиль. Назови 3 причины, почему российские футболисты могут рассматривать Израиль или, допустим, даже должны переехать. Все-таки заграничный вариант. То есть опыт, Вот. да? Опыт, Еврокубки открыты, то есть можно поехать. Плюс отношения здесь много релокантов, вот, много людей из России. То есть нормально, Да, не нормально. мучают, Да. абсолютно Могут комфортная среда. Да? Трудоустроить, там счета открыть и так далее. В этом зеленый свет. И третье? Мне нравится само расположение. То есть, может, кого-то привлекает, не привлекает. Море, пожалуйста, и тут час езды, поехал, как бы, ну, и мне вот это. Но это не особо важно, но в целом, как третью причину, можно, как бы, летняя страна. Почему не пожить там, где, ну, слушай, солнце постоянно? Мурат, смотрите, 30 лет назад вы переехали в Израиль. Авраам Грант в 2003 году, если не ошибаюсь, хотел вызвать вас в сборную. То есть вы все знаете про израильский футбол. Вы легенда своего клуба. Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас российские футболисты выбирают Израиль для футбольной релокации, чтобы продолжать свою карьеру? Я не думаю, что здесь футбол сильнее, чем в России. Поэтому с точки зрения, с профессиональной точки зрения здесь нету выгоды. Другой вопрос, приехать сюда, играть и отсюда уехать куда-то, наверное, это было бы правильнее так думать. Здесь можно зарабатывать в таких клубах, как Хайф и Макаби Тель-Авив, можно зарабатывать 500 000 плюс-минус. Ничего себе. А в других уже, и соответственно, это по убывающей, вниз по убывающей. Вот так болельщики Бейтара встречают начало матча. Да, реально. Чек-файвы. Половина поля горит просто. Ребят, первый раз вижу, что вы на первой секунде фанаты выбросили фаеры на поле и сразу же остановили игру. 5 минут 30 секунд ничего не происходит, команды просто распинаются. Только сейчас все фаеры убрали. Ребят, ну это реально трэш. Теперь фанаты другой команды кидают фаеры. Пауза уже продолжается 8 минут, и, судя по всему, еще реально минут 5-7. А теперь будут убирать фаеры с другой стороны. Этот футбол когда-нибудь вообще начнется. Добро пожаловать в Израиль. Смотрите. Ребят, голевых моментов в сегодняшней игре намного меньше, чем пауз из-за того, что кидают фаеры. Интересно наблюдать на самом деле. Уровень футбола такой достаточно нервный, много давления со стороны трибун. Постоянно летят фаеры, провокации, ругательства в адрес обеих команд со стороны друг друга. שועה מוריד יפה עם העקב למורוזוב, מורוזוב מוציא רוחב וזה 1-0! Гриша Морозов подает голевую передачу, и Бейтар выходит вперед 1-0. Опять полетели фаеры, кто-то выбежал на поле. Что происходит? Какое-то безумие. Ребят, к первому тайму добавили 17 минут. Вы такое видели когда-нибудь? Это все из-за выхода болельщиков на первых минутах.
горячий футбол здесь. Ребят, первый тайм закончен. Честно, это похоже больше на драку. Как на футбольном поле, так и на трибунах. Чем на матч. Просто безумие какое-то. Просто ребята в перерыве вышли в подтрибунное помещение и молятся. Израиль для меня вообще поездка открытий просто. Я устал стоять. Не помню, когда у меня первый тайм длился 65 минут. Не, да, 45 плюс 20 добавленного сыграли. А еще второй тайм впереди. מרוזוב, I love you, אוהבים אותך, יאללה בית"ר, יאללה בית"ר. Так, Женек, ну что, мы приехали, значит, на нашу базу. Здесь это шнуруемся, бутсы лежат, вот у всех пронумерованы. Ага. Вот. Сколько ты раз думал после базы Динамо, что типа вообще куда я попал? Что это? Нет, слушай, у меня вообще нету такого, что куда я попал, типа, ну, есть какие-то свои преимущества, есть какие-то свои минусы. Вот, бутсы здесь, можно помыть. Как бы меня вообще не обламывает то, что, типа, понятно, в Динамо было там, типа, топ-уровень, и уже сложно сейчас где-то найти такого. Вот, но я нормально адаптируюсь спокойно. Так, здесь у нас тренерский. Вот. И здесь фотографии, значит. Слушай, ну достаточно скромно для высшей лиги Израиля, согласись. Ну хотя не, вот здесь уже поинтереснее. Это вот легенда нашего клуба. How many years you work here? What? Yes. So, 10, 20, 30, 35 years. Oh my god. Так что надо беречь таких легенд. Очень круто. У него все всегда очень четко. Ты приходишь, у тебя все лежит, носочки подписаны, полотенчики, все идеально. Пойдем. Слушай, бро, вот если сравнивать с Россией, вот назови 3 отличия. Вот, может, какие-то мелочи. Ну, прям вот мелочи на базе. То, что еда здесь приезжает каждый день, например, в контейнеры. То есть приезжает, не знаю, я такого, наверное, нигде не видел. То есть все привезли, тут никто не готовит. Вот у нас есть шеф-повар командный. Мы покушали, все это выкинули и разошлись. В контейнерах, да? Ну да, каждому. Давай мы покажем. Подожди, а ты выбираешь сам? У тебя есть на выбор там условно паста, рис, например, рыба, там, курица и чуть эти ништячки, там, салат. Ой, ты что? Смотри. А это бейтаровские все? Смотри. Да? Нет, это... я понял, это, наверное, всех команд. Да, этими. соперник. Так он здесь живет, слышишь? Amazing. This is... You living here? Not every time, yes, but sometimes. Ты чё, это целый музей, а? У него даже есть, смотри. А ты не был здесь ни разу? Ну, я заходил так что-то подписать, но это же такое здесь. Он попалось, не запрещен. Вау. Значит, здесь у нас теоретический зал и кухня, короче, столовая. Сюда привозят еду, здесь все это расставляется. После тренировки кто-то переодевается, кто-то нет, покушали. Вот. Дальше здесь у нас проходит теория. Недавно телевизор поменяли. Слушай, ну телек клёвый, кстати. Так, и здесь наша раздевалка. Мое место номер 18, есть ключик свой. Так, и мы проходим, здесь реабилитационный центр у нас и тренажерный зал. Ну, все недавно завезли, Слушай, достаточно новое. Ну да, достаточно новое, особенно вот по вот этому можно сказать. Да, все недавно куплено и... Слушай, бро, ну вот реально возьмем российскую премьер-лигу, да? Ну вот то, что я вижу, здесь такой, знаешь, вот прям минимум, да? Так, ну, я думаю, что в условно даже там в Крыльях, в каких-то командах, да, которые там не топ первой половины чемпионата, но все намного симпатичнее. Почему так? То есть здесь все очень просто, здесь как бы дают тебе минимум, остальное на футбольном поле. Ну, я думаю, что и с этим связано, и еще связано с тем, что вот я это, ну, прям на себе почувствовал, что в Израиле вот именно к порядку, к той чистоте, там, к европейской, вот как мы привыкли,
они относятся вообще типа, максимально спокойно. Там, я жил в отеле месяц, я им говорю, ну, как бы подходил, говорю, вежливо, там можно у меня убраться? То есть они как бы что-то, видимость какую-то создают, но они в целом как бы работать не очень любят. Что касается как бы обслуживания, вот, например, инвентаря. То есть я так понимаю, что это все было бы в хорошем состоянии, если бы за этим как бы следили. Вот, я с этим связываю. А то, что, ну, вот все такое, типа, на минимальных, на это, то есть, оборудование, то есть, ну, я считаю, что все самое необходимое есть, вот, и как бы то, что все это в таком упадническом виде, ничего страшного. И еще, кстати, интересная история. Здесь наши фанаты, то есть они настолько, яростно друг к другу относятся, что эта база несколько раз горела. То есть вот из того, что я слышал, ХПЛ к нашим болельщикам относится очень так враждебно. И у мэра, вот этого мужичка, короче, горела комната, представляешь? И недавно загорелась база у ХПЛ перед нашим дерби. Непонятно, кто это сделал, понятно. Все, короче, я понял секрет, я раскрыл тайну, почему базы очень простые в Израиле, потому что их фанаты периодически друг у друга сжигают. И, короче, после того, как крайний раз ХПЛ подожгли, непонятно кто, конечно же, мэра предупредили, не оставайся здесь, ты нам еще нужен. Перед игрой зачастую фанаты приходят вот сюда на трибуну у вас, зажигают фаеры, мотивируют вас на победы, но перед финалом руководство попросило, чтобы фанаты не приезжали. Как это обычно происходит, как они поддерживают команду и как они давят на то, чтобы был результат? Что я здесь увидел? Значит, накануне матча принципиально болельщики приезжают сюда в количестве, не знаю, наверное, 100 человек. Они запрыгивают на забор, вот, прямо, ну, то есть я такого нигде не видел. Они запрыгивают на забор с фаерами, но мало того, что они взрывают фаеры, они, короче, кидают в тебя, срывают твою тренировку, потом выбегают организованно, тебя обнимают, в общем, кричат, тебя как-то мотивируют. Для меня это как бы такой экспириенс новый, вот, я такого нигде не видел, я думаю, у меня сейчас тут глаза повылетают, короче, петарды взрываются, то есть, и тренер их тоже не может успокоить, в общем, они как бы проявляют свою такую, ну, типа, понятно, заинтересованность в победе и настраивают, то, что у них такой менталитет, они готовы приезжать, что-то там взрывать и выходить. То есть, ну, такой интересный опыт. Давай одну самую лютую историю, которую ты видел. Вот прям трэш. Фу, ну, наверное, это дальний выезд. Вот именно в тот город Бней Сахнин, если я правильно говорю. Вот. Ну, там арабский квартал. И, соответственно, ну, там прямо, если вот я стою на поле, сзади мои болельщики, и их петарда летит, вот я не знаю, что это за ракета, то есть они вот так направляют, и эта петарда летит куда-то в толпу, короче. Ну, блин, это не просто в небо там. И мне кажется, это что-то, это даже военная какая-то. Я даже такого не видел никогда. Обалдеть. То есть я ее четко видел, она вот просто летит куда-то, и там то ли перед ними, то ли там где-то у ребят взрывается. Ну, вот. Ну, конечно, трэш такой здесь происходит. Ну, короче, здесь была игра у нас тоже. У нас там такой период был, мы там 3 или 4 игры слили, и как раз-таки вот этим арабским командам. Болельщики приехали сюда, а они просто, ну, не могут стоять там. Они в течение часа вот просто тебя полоскают так. Я выучил здесь, понятно, меня научили сразу некрасивым словам. И они в течение часа ходят вот так, вот туда-сюда, и просто выговариваются, знаешь. И их здесь, короче, с этой стороны, стой. Потом опять там тренер их успокаивает, там тренер подходит к ним, они, короче, его. И все это вот во время тренировки. И тренировка должна как-то продолжаться. И вроде успокоились, потом опять мат-перемат. В целом чемпионата очень открытый футбол. То есть, например, временами бывает, мы в обороне там 4-5 человек, остальные просто, они даже, ну, у них нет понимания, как возвращаться. Например. Давай, вы с той же Нетаньей сыграли 2 матча в чемпионате, 4-1 проиграли, 6-3 выиграли. То есть там, То есть тут команды привыкли много забивать. Вот такой вот разрыв, там, если условно я там своему там говорю там 7-му номеру как бы возвращайся, он как бы такой, ну, хочу, вернусь как бы. А мне это как бы, ну, должна быть какая-то структура и так далее. Вот. И что касается в глаза, то есть мы много пропускаем и много забиваем, а что такого-то баланса нет. Ну, здесь очень есть определенные матчи, которые очень напряженно проходят. Бывало, выбегают на поле, были и драки с футболистами. То есть во время матча, да. Во время игры фанаты дерутся с футболистами? Серьезно? Да, кто-то выбежал, да, это было в тель-авивском дерби. Выбежали на поле, и там произошла драка с футболистом. Короче, дерби
в Тель-Авиве очень напряженно проходят. בגמר גביע המדינה, כרגע Какой момент! Слушайте, второй тайм начинается атаками Макаби. Прямо сейчас было очень опасно. 20 минут до конца. Финальный отрезок матча. Счет 1-0. Все так же в пользу Бейтара. Макаби Нетанья заняли 4-е место в сезоне. Бейтар намного ниже, никто особо не верил вот в этих пацанов. А счет 2-0 на табло. Опять мы с вами поймали сумасшедший матч. Пенальти, Брюгер! Пенальти на последней минуте. Судья показывает на 11-метровую отметку. Может быть 3-0. Да, мне кажется, сегодня в Иерусалиме будет очень жарко. Ну что, можно поздравлять Бейтар с долгожданной победой, трофеем Гришу Морозову, с первым трофеем в его карьере. Болельщиков надо поздравить, сумасшедшая поддержка. Мне кажется, в какой-то момент именно болельщики перевернули игру. Скамейка уже празднует, посмотрите. Скамейка празднует уже все прыгают. Понятно, что последние секунды 3-0 уже ничего не изменить. Магия тапок работает и продолжает свой путь по мировому футболу. Бейтар спустя 14 лет выиграл долгожданный трофей, а Гриша Морозов в следующем году со своей командой будет участвовать в Еврокубках. Что это значит? Прямо сейчас мы разыгрываем его футболку. Для этого нужно подписаться на канал Красава, оставить комментарий, нужно ли, по вашему мнению, российским футболистам уезжать в чемпионат Израиля или, например, лучше выбирать ФНЛ-1. Поставить лайк и, конечно, подписаться на инстаграм Жеки Савина, то есть на меня. И через неделю мы через специальное приложение прокрутим все ваши подписки, ответы, лайки, и кто-то получит вот эту футболочку. Подписались? Оставили коммент? Ну, погнали смотреть выпуск дальше. У тебя израильское гражданство. Насколько это повлияло на переезд в эту страну? Я считаю, что без него я бы сюда не переехал. Тут и лимит, и, блин, тут своих футболистов хватает в целом. Вот, и если бы я с российским паспортом ехал бы сюда на что-то место, короче, ну, как, блин, мне кажется, ну, очень сложно попасть. Потому что сейчас многие ребята, там, футболисты из России пишут, типа, а ты как там вообще, как это произошло? Я говорю, отправляйте свою, там, анкету, я спрошу, короче, ну, а в ответ, типа, тишина. Ну, понятно, паспорт. Малкому, Клаудиньо в «Зените» доплачивали 200 тысяч евро за то, что они взяли российский паспорт. Юху! Тебе бонусы клуб выписал какие-то за то, что ты не лимитчик. И вообще ты здесь уже легионером не считаешься, да? Нет, конечно, я имею полноценное право. Здесь я гражданин, у меня есть второе гражданство, поэтому нет, никаких плюшек не прилетело, не знаю, может, дойдут еще. Ну, кстати, мне платит здесь государство за то, что я переехал, как новому репатрианту. Мне там ништяки залетают. Сколько? Ну, там небольшие суммы, но в целом приятно.
Недавно пришло там около $120. Ну, кто что узнал в банке, они говорят, да какой-то Минстрой, знаешь, типа нас в России. Ну, ты же типа новенький здесь. Я такой, ну ладно, Прикольно. продолжаем жить. Вот. А до этого закидывали просто, ну, типа, на какую-то там, ну, на семейную жизнь, короче. Ну, нормально. То есть они понимают, что ты приехал, тебе там тяжело, и как бы все тебе плюшки выкладывают. Круто. Футбольные клубы Израиля в рейтинге УЕФА на 21 месте. То есть, как бы, это на самом деле неплохо. Сборная вынесла всех в Лиге наций. Сейчас, у тебя сейчас документы Израиля, ты можешь, и я слышал, что можешь реально получить вызов в сборную. Вот смотри, ты как человек, который прошел все юношеские сборные, молодежную сборную, был капитаном, да, но не попал в национальную сборную России. Вот для тебя сборная Израиля сегодня, вот признавшись самому себе, это шаг назад или все-таки шаг вперед? Нет, это новая возможность, я считаю. Это та возможность, за которую надо цепляться. Я чувствую себя как и евреем, и чувствую себя русским. Поэтому, опять же, я всегда считаю, что ты должен находиться там, где ты нужен, то есть там, где тебя ждут. Вот. А что касается сборной, мне звонили. Вот, Тебе уже звонили? Ну, Из да, сборной да, Израиля, да? Да, О, круто. мне звонил человек, спрашивал про мои документы. Вот. И я слышал, что там FIFA выпустили какое-то новое правило, что ты не можешь, в общем, получил паспорт и выступаешь. То есть, Должно быть временно. да, но у меня еще там, я немножко узнаю детали, но, в общем, ты минимум год, что ли, должен жить. Вот. А есть информация другая, что 5 лет, но я думаю, 5 лет это too much. Ну, это, конечно. Да, ну вот, Закончить либо у можно тебя 3 должен, раза. один из родителей должен здесь жить, чтобы постоянно, а у меня как бы ни того нет, поэтому вопрос такой открытый. Но в целом очень как бы рад, что обращают внимание, это здорово. Если это действительно произойдет, и он будет заигран за сборную, я думаю, это шаг вперед. Сборная все-таки ты у всех на виду, легче показать себя, наверное, на высоком уровне и легче, наверное, продвинуться. Честно говоря, нам его предлагали в наш клуб. Просто интересная ситуация такая с ним. Он как бы правша, но играет на позиции левого защитника. Редко таких футболистов найдешь. Но, наверное, если он себя показал хорошо в Бейтар Иерусалиме, наверное, и в сборных он играл, то, наверное, у него есть как бы перспектива. Но нам предлагали, когда мы были в первой лиге, по-моему, предлагали его, да. И там что-то по деньгам мы не могли как бы дать то, что он просил. Когда мы с тобой познакомились, ты мне сказала одну фразу, реально очень крутую, что ты была в Новокузнецке несколько дней назад. Я тебе ответил, что я тоже из Сибири, что я часто вспоминаю родителей и места, в которых я вырос. Ты мне сказала, что ты знаешь, я была в своих местах только что, и у меня сейчас Россия не вызывает тех эмоций, которые были раньше когда-то, да, ну то есть, предполагаю, до 24 февраля. Почему ты так сказала, и можешь ли ты вот прям конкретно рассказать о своих мыслях? Да, эта поездка в Россию, последняя моя, которая недавно совсем закончилась, была очень тяжелой. В плане, до этого возвращалась домой, было радостно, видела любимую природу, родительский дом в тайге, родителей, бабушку, дедушку, как-то все прекрасно. И вроде бы ничего не поменялось, но ощущения, с которыми я оказалась, опять-таки, в родном доме, были не самые приятные, потому что просто как будто бы что-то внутри меня сломалось. Ты понимаешь, почему? Ну, конечно, это виной обстоятельства февраля того года. Я, конечно же, против войны. Мне вообще само насилие, то есть оно мне противно, прям изначально противно. Вот, поэтому, ну вообще, если мы говорим про то, что там произошло с 24 февраля, ну, благодаря, наверное, там, вот этому там даже YouTube-каналу Екатерины Гордеевой, то есть те интервью, которые там выходили, и ты понимаешь, что те люди, которые высказываются на эту тему, и как бы ты это в себе проживаешь, но эти люди, там, например, Дмитрий Быков, там, Евгений Ройзман, там, не знаю, там, Григорий Юдин, то есть эти люди упаковывают это все так,
ты вроде здесь там футболом занимаешься, ты не можешь так сконструировать красиво это, как эти люди просто, виртуозно как бы говорят то, что ты проживаешь. Поэтому, огромная благодарность им, что они громко об этом говорят, настолько точно, вот все, что я проживал, Что они попадает в смогли, тебя, да? и во мне это прям очень сильно откликалось. По твоей позиции ясно. Насчет клубов и сборной. Как ты считаешь, имеет ли моральное право, допустим, да, там международные какие-то комитеты или что-то еще допускать до соревнований клубы, федерации под флагом России? То, что произошло, конечно же, я воспринимаю это как и свое тоже недоучастие, знаешь, в процессе. Вот, что я имею в виду, там, я, например, никогда не ходил на выборы, то есть я считал, что это такое вот, что-то я своим делом как бы маленьким занимаюсь и так далее. Даже несмотря на то, что это уже давно фикция какая-то и какая-то декорация. Но тем не менее, я с тобой согласен, просто оставим это в претензий к себе воздухе, тоже в общем, есть, да. Если мы говорим со стороны спортсмена, то есть мы видим там ситуации, когда люди меняют гражданство, там условно теннисисты, не помню, какие-то гимнастки, что ли, меняют на французское. То есть человек всю жизнь отдавался спорту, то есть ему нужно себя реализовывать, и он находит какие-то варианты. То есть это я понимаю. Но я также понимаю, что те люди, которые действительно чувствуют какой-то немножко даже стыд, я, может быть, так выражусь, те, кто проживают это именно как через боль, тоже, я думаю, что ответственны за то, что как бы произошло, вот, и то, что происходит по сей день. Я считаю, что отстранение со стороны спортсмена не очень хорошо, вот, но я также и понимаю, почему это происходит, то есть вот так вот. То есть мы все ответственны за то, Да, что наша да, страна безусловно. нападает на соседа, и отчасти, неважно, кто ты, отчасти. спортсмен, там, я не знаю, айтишник или кто-то еще, ты под Мы флагами. даже с тобой скажем, не только нападает, но и вообще все, что происходит, как бы мы принимаем участие. Вот. Ну, это сильная позиция, это очень мало кто хочет разделять вину. Нет, а я это чувствую, то есть как ты меня спросил, я тебе честно ответил. Мне очень нравится, что у нас схожее мнение с Гришей по поводу войны и всего происходящего в мире. Мы обсуждали и сошлись во мнении, и мы относимся не очень хорошо к тому, что происходит. Я бы сказала, крайне негативно. Вчера на награждение, которое сорвалось, твой одноклубник Бородин вышел обмотанный флагом Российской Федерации. Да. Если бы у тебя не было гражданства Израиля, да, и только российский паспорт, ты бы повторил его поступок, сделал бы то же самое или нет? Если нет, то почему? Да, я видел, что Бородин был с флагом, вот, он подходил ко мне, но у меня такого флага не было. В такой сложный момент можно как бы и без флага обойтись. Но мы же менее русскими от этого не становимся. Абсолютно нет. И наши чувства там к России никак не меняются. Мне кажется, учитывая ситуацию, абсолютно ненормально выходить с флагом. Ну, то есть, если это его позиция, и он поддерживает, вообще без вопросов, то есть его мнение, его выбор. А ты думаешь, он поддерживает? Я не знаю, на эту тему никогда с ним не общалась. Вы не общаетесь с его девушкой или с его женой? Или... Я с ней знакома, но тема политики никогда не поднималась. Но если говорить о моих чувствах, мне было неприятно видеть флаг России. Мне кажется, просто неуместно. Если сегодня тебе звонит Валерий Карпин и говорит: Гриш, слушай, я вчера финал смотрел, блин, хороший объем, голевушка, все, как бы, молодец, нам надо, давай. Также тебе звонят из Израиля, говорят: все нормально, там израильская сборная, кого ты выберешь? Думаю, что к Израилю. Думаю, что в Израиле, потому что у меня все равно мысли связаны с тем, что санкции и так далее, это все надолго. Но, опять же, если все это отменяют, не знаю, можно приехать в сборную, типа, на один раз, там, Георгиевич скажет: ну, спасибо, красавчик. Вот. А здесь, типа, здесь можно задержаться. Знаешь, я как бы об этом думаю. Не с точки зрения там какого-то конкретного выбора из-за там политики или своего отношения, а именно из-за того, что здесь можно себя проявлять, например, на длительной дистанции. Здесь и сейчас, наверное, можно. Да, я думаю, все равно сборная России, конечно же, выше по уровню футбола, именно сборной, чем Израиль. Празднуем чемпионство Кубка Израиля вместе с командой Бейтара и Гришей Морозовым. Огонь, такого у нас еще не было.
я тобой горжусь, ты молодец, я поздравляю тебя с первым трофеем. А теперь давай вот так вот развернемся и покажем, что вот там происходит у нас за спиной. Ты 100% красава, брат. А? Мурашки, мурашки. Блин. Когда у тебя на... Окей, сори, окей, давай, брат, давай, я здесь, иди. Слушайте, я на его слезы смотрю и сейчас сам заплачу, как будто я что-то в этой жизни выиграл. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. Начало февраля 2022 года, ты разрываешь контракт с «Динамо», ты хотел давно попробовать себя в Европе, уезжаешь в Словению. Почему именно Словения? Не Чехия, не Болгария, там, я не знаю, не Хорватия. Почему именно Словения? Ну, отмотаю немножко время назад. В общем, я был, значит, в отпуске, там произошла смена тренера. Пришел Шварц, который в «Динамо». До последнего тянули, то есть там непонятно, едешь на сборы, не едешь. В общем, и у меня состоялся с ним разговор, и я теперь его еще больше как бы зауважал и начал ценить. То есть я с ним не поработал, но его позиция такова была, честно и прямо тебе сказать. То есть, Типа, чувак, ты не нужен, езжай. Да, Супер, мне это очень понравилось. То есть я не хотел бы слышать вот эти игры, типа, вроде оставайся, но играть не будешь, неинтересно. Я пожал руку, сказал, у меня есть какие-то к вам вопросы будут, как к специалисту, действительно, можно ли к вам обратиться. Он сказал, без проблем. Когда ты живешь такой вот в теплых условиях, тепличных, в Москве, все хорошо, как бы у тебя есть контракт с «Динамо», ты можешь как бы еще отсидеть чуть-чуть там. Вот меня отправили во вторую лигу. Понятно, там ты прозябаешь, но у тебя вроде капает стабильненько все. Пришел как бы этому предел, я уже понимал, что я уже как-то начинаю себя больше обманывать, знаешь, как бы. И я все равно считаю, что футбол не обманешь там, во всех деталях, мелочах. Вот. И принял решение, что могу еще чуть-чуть подождать, там варианты какие-то, может, подлетят. Там в России были какие-то разговоры, но в целом не рассматривал для себя, там по сей день не рассматриваю вообще первую лигу. Для меня это, ну, какой-то пройденный этап. Если тебе сегодня позвонит Паша Андреев, скажет, все, Балтика, Торпедо, Казанский Рубин, Урал, 30 евро. Я сейчас вижу свое развитие карьеры здесь. То есть не поедешь? Не поеду 100%. X3 не поедешь? Не поеду 100%. Ты понимаешь, опять же говорю про внутренние ощущения. То есть у меня внутреннее есть полное убеждение и ощущение, что я здесь нужен. То, что демонстрирую, вот мы сейчас завоевали кубок. То есть я на своем месте, вот, и что-то из хорошего прыгать куда-то, искать, пусть даже там это будет X3, мне кажется, сейчас это, ну, не совсем, знаешь, разумно будет. В Словении у тебя статистика была, ты 4 забил, 6 отдал голевых. То есть, ну, для первого сезона в чужой стране, ну, это реально круто. Слабый чемпионат или просто ты пришел после «Динамо», чтобы доказать, и если ты не докажешь там, то спустишься совсем на дно? Чемпионата были больше ожиданий, конечно, вот, но опять же говорю, что меня очень вдохновляет новый вызов, знаешь, когда я попадаю в новую атмосферу, надо доказывать, там, рвать и резать, в общем-то. Поэтому, наверное, твой как-то организм, твое вот это вот ментальное ощущение, что надо сейчас здесь вот быстро всем все доказать, себе в первую очередь. Поэтому, наверное, это как-то все-таки срабатывает, и то, что ты там забиваешь, отдаешь, там, вот. Ну и надо сказать, что мы в тот период играли в такой очень вертикальный футбол, то есть тебе там надо было... Вперед, да? Да, тебе надо было просто добегать, покрывать это расстояние. Это, ну, типа, это не мой футбол, но он все-таки приносил, в общем, какие-никакие результаты именно личные. Ты переехал в Словению незадолго до 24 февраля 2022 года, до начала войны.
Ты почувствовал за то время, пока был там, изменилось ли отношение к россиянам в принципе, и был ли у тебя случай, когда, например, в тебя тыкали пальцем, что ты говоришь по-русски? Даже у меня было. Сразу Да, я конечно, об этом расскажу. Все было изначально хорошо. Вот потом началась война, я узнал, что будет невозможно снять деньги с банковских счетов. Я пошел, значит, снимать деньги. Мне нужно было, мне отказали в этом, просто забрали у меня российский паспорт там в банке и говорят по внутреннему распоряжению, то есть мы тебе не можем, там, знаешь, там, не знаю, то ли перечислить не надо, то ли там что-то снять. Вот, поэтому я уже не говорю там про открытие счета, как бы они просто там что-то пошушукали, сказали, ну извините, то есть, было неприятно, то то есть, это нормально, то есть это А на улице была какая-нибудь дичь, что люди подходили, там, не знаю, просили? Нет, я слышал единственное, я единственное слышал, что там Ваня вот Маевский и играет, ну сейчас уже тренирует, хотя мог бы еще играть. Тренирует в Цели, и, значит, у него жена выходила играть с дочкой, вот, и что-то там русская речь, и как-то, и, в общем, женщина, которая рядом играет с ребенком, она говорит, типа, дочку свою забирает и говорит, пойдем, здесь русский, как бы, и уводит. Ну, то есть, хорошо, и мы еще можем понять, как бы, что взрослая там чуть-чуть, но когда ты говоришь ребенку об этом, что, а та в шоке, почему вы как бы расходитесь, там, может быть, они сдружились, в общем, ну, такие ситуации, как бы, они происходили, вот то, что я слышал. Ты уехал из джакузи, из теплой ванны, из тепличных условий, Динамо, да, в которых сидят очень многие ребята и не хотят уезжать. Вот давай три момента вот личностного роста, которые у тебя с тобой случились уже в Словении. Не знаю, я тут как-то книжку перечитывал перед отъездом, вот, и надо идти туда, куда страшно, вот, и как-то немножко это меня подтолкнуло к переезду, знаешь. Тебе хочется этих эмоций, тебе хочется посмотреть мир, тебе хочется познакомиться с новой культурой, с людьми. Познакомиться с собой, когда выходишь из зоны комфорта. Да, каково тебе это будет. И, то есть я сам себя подтолкнул на этот шаг, вот, и безумно благодарен, ну, горжусь там, не знаю, можно ли сказать, типа собой, что решение такое было волевое, поехал, вот, и то есть ты начинаешь погружаться в атмосферу европейского футбола, все-таки какая-никакая, это Европа, там тренеры, например, могут там на стажировку, насколько мне кажется, я бы так делал, по крайней мере, не знаю, как они, вот, и ты сталкиваешься просто, с другой страной, то есть это очень круто, и это тебе как бы придает, в общем, не знаю, какого-то разнообразия, ты понимаешь, как люди, например, могут здесь жить, где бы ты после карьеры хотел жить, то есть мне кажется, это все идет на пользу и развиваешься. Я слышал неоднократно такую версию, что, например, молодой футболист, условно там, давай так, юношеская или молодежная сборная России. К нему есть интерес из европейской команды, но, например, Локомотив, Динамо, да даже какой-нибудь там условный Рубин предлагает денег больше. К нему приходит агент и говорит, чувак, зачем нам эти риски? Сейчас ты выпадешь, за тобой там не будут следить. Надо учить язык. Вот тебе дают капусту. Понятно, что у самого агента больше комиссия. Оставайся, играй. И многие из-за этого не уезжают. Это правда или нет? И считаешь ли ты, что вот именно алчность именно российских агентов, которые находятся в системе, она зачастую губит пацанов, которые не уезжают и завариваются в больших деньгах и вот в той самой ванной пресловутой? Что касается перебива, например, какими-то зарплатами, это есть. Вот. И когда ты молодой пацан, и тебе предлагают возможности именно финансовые, но, где ты еще такие деньги заработаешь? То есть мы все прекрасно осознаем, что наш там футбольный срок условно не такой длительный, и ты понимаешь, там тебе семью кормить и так далее. То есть и как бы склоняешься к тому, что выбираешь контракт, там, например, в России, и это тоже здорово, то есть это я могу понять. Но когда у тебя уже есть противоречия между собой, когда ты, например, уже достиг какого-то уровня, и ты все равно продолжаешь как бы себя успокаивать в том, что да, здесь нормально. Вот, мне кажется, тогда уже внутренне как бы ты чувствуешь этот дисбаланс. А когда ты честен сам с собой, когда ты, например, получаешь предложение из Европы на меньшие деньги и уезжаешь, надо кайфовать с этого, понимаешь? Поэтому, мне кажется, моя позиция такова. The biggest problem with young Russian players, they live in their country, they earn good money. We can't race with the money of Russia, of course, with the biggest club there. But here they can race for play in a European competition. They have something to race for. In Israel, you can, like Morozov, he came here
play here some months. Now he can play in Europe, a conference league. You can come to Israel, play as an Israeli, and it's the best stage for you to show your abilities, playing full stadium years, and okay, you can earn maybe better money in Russia, but you play for what? To finish the league, and then what? Nothing. So I believe that if you are professional football players, you want to race for something, not to play for nothing. История такая, что у меня, значит, есть любимая пара бутс, вот, которые, к сожалению, вышли из производства, и для нас это сейчас большая проблема, те, кто разбираются в бутсах. Вот, и теперь их не найти, я пишу всем, кто мне может помочь, приходится подшивать бутсы. Вот, и пришел сюда, случайно встретил этого мужичка, услышал русскую речь и обратился к нему. Вот, и так получилось, что он мне зашил мою любимую пару бутс. И на следующий день я забиваю гол красивый. Да, ты что, серьезно? Да, типа первый гол в Израиле. ניקולאסקו, מתוסכל, הנה בעיטה לפינה רחוקה! איזה שער גדול! ברוך הבא לישראל, גרגורי מורוזוב! И я почему подумал сейчас про него, думаю, блин, а кто вклад еще сделал? Типа моя девушка, там, я И сапожник. И сапожник. А, обалдеть, ты футболку ему принес? Да, Круто. Я, короче, подумал, бутсы я ему сейчас не могу эти подарить, но пройдет время, по-любому эта пара, которая зашитая, будет его, но сейчас, я думаю, целесообразно подарить футболку, я думаю, что это будет супер приятно. Вот он идет, мой золотой человек, посмотри. Смотрели финал вчера? Да, замечательно У него было. дочка очень переживает за нашу команду. Мэр, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы помогли мне подшить мои бутсы. Я вчера выступил в финале, я вчера отдал голевой пас. И благодарю вас очень. Вы очень золотой человек. Мы с вами как-то с первых секунд стали общаться очень мило. Поэтому я всегда вас приглашаю на игры на наши. И, пользуясь случаем, я хочу подарить вам свою футболку. Вот, передавайте большой привет с вашей дочерью. Ну и ждем вас на стадионе. Спасибо. Так, главное, чтобы меня не сбила машина. Так, все, поехали. Раз, два, три. Потому что... А вы знали, кто он вообще, когда... Вообще нет? Нет, я ремонтировал, я туфли ремонтировал, он мне плюс туфли ремонтировал. Потом сказал, я болельчик, я работаю, гитару решенную играю. Я сказал, хорошо, я ремонтировал туфли. Потом, оказывается, моя дочка болельщица. Он сказал, и он мне быстро отправил сертон, все нормально. Я золотой подушка. Спасибо. И было и вчера, он играл, благодаря него, молодец. Окей, мазалтов, мазалтов. Фото? Окей. No problem. Короче, не дают интервьюху подзаписать пока. Пацаны из Бейтара. יאללה, 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 יא בית"ר. Thank you. יאללה, 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 יא בית"ר, יאללה. Классно, классно. Это придает силы, конечно. Я кайфую, когда, блин, такие есть взаимоотношения, типа люди респектуют тебя. Кайф. Бейтар, это все круто. Давай вернемся в динамовские времена. Петреску начал подтягивать тебя к тренировкам с основной командой, насколько я знаю, да. Потом ты очень долго тренировался у Саламыча, но так и не дебютировал. У меня есть информация про то, что агент Саламыча Агузаров выдергивал тебя навстречу и намекал тебе на то, что ты должен подписать с ними, а не с Андреевым. Какая у тебя информация? Чтобы дебютировать в «Динамо» и постоянно играть в «Динамо». Это правда или нет? Смотри, да, была ситуация, что, ну, сейчас уже реже общаюсь там со своим старшим товарищем. Он говорит, что с тобой хотят встретиться. То есть, при том, что я там с Павлом Олеговичем, там, с Андреевым, то есть подписан. Я думаю, ну давай встретимся, как бы, знаешь, никаких проблем нет. Думаю, о чем вообще там с его старшим каким-то другом. Мы встречаемся, приезжает на встречу Агузаров. Вот, я как бы и знать не знал, в общем. Мы поговорили об этом, он говорит, вот там, мы видим в тебе там потенциал, там, ну, то есть я понимаю, что он от лица кого-то говорит, кого я знаю, знаешь, ну, типа такое вот, типа, субординация чуть нарушена, что вот у тебя там надо с контрактом, в общем, решать дальше.
Вот, было бы хорошо, если бы мы сотрудничали, там как бы ты уже близок к дебюту в «Динамо», в общем. Вот. И, ну, конечно же, я этого не сделал, потому что у меня там был агент, которым я, ну, то есть я вообще бы так не поступил, то есть, а меня еще, типа, подставили то, что я мимо там не сказал, то есть не сказал, пошел встретился, короче, а потом об этом Павел Олегович узнал, типа, ну, и меня проучил, что, типа, ну, так не нужно делать, ты, если хочешь, то, типа, предварительно Да. позвони, вот, и, в общем, некрасивая ситуация такая возникла, но это было. То есть, грубо говоря, Гузаров и Черчесов хотели тебя спиздить у Андреева. Ну, грубо говоря, наверное, хотели просто переманить как-то, думаю, что так. Ты не подписал с ними. Ну, конечно, нет, я не могу так поступить, то есть там за спиной куда-то перебегать, нет. И что было после этого? После этого была моя ссылка из команды, из первой, то есть мне ну, было сказано, что ты там не проходишь в состав и все дела. Понятно, я там на состав не мог еще претендовать, но в целом я чувствовал, что я уже, да, в обойме, где-то могу на замене, там выходить как-то так. Вот. И потом, конечно, я сам, то есть после разговора с Саламычем, я понял, что, ну, понятно, то есть, опять же, если я не нужен, я поехал. Я стал искать варианты, вот, подвернулись крылья, приехал туда, в общем, такое отношение какое-то, ну, в общем, приехал, футбики приехал. Ну, понятно, я молодой, амбициозный, там, я сейчас могу понять, там, у них тоже состав такой был, ну, в общем-то, стабильный. Вот, я претендовать хотел на, то есть, это первая лига была, они там где-то под выход, в общем, вот, и там тоже я не смог зацепиться. Вот, и дальше, значит, возвращаюсь с этих крыльев, то есть они мне не предложили контракт, сказали, ну, понятно, я там болтался, короче, где-то тренируюсь вроде, рядом на поле. Вот, но это, конечно, история тоже очень такая трогательная, я бы сказал, для меня именно переломный момент. История, брат, это то, что ты мне сейчас рассказал. Да подожди ты еще, да? Как я соскучился по русскому футболу. Это ладно, я знаю. Я знаю. Вот это... Хорошо, продолжаю. Это вот что касается таких переломных моментов, когда твоя карьера может пойти понятно куда, и когда ты можешь выстрелить. Когда ты можешь стать главное, я считаю, что «Динамо». да, главное, что я считаю, надо быть готовым к ситуации, когда тебе вот, например, удача улыбнулась, а ты готов, понял? Ты, блин, ты тренируешься, короче. И тут, значит, момент, я приезжаю с крыльев, звоню агенту, я говорю, ну что у нас, варианты есть? Ну, нету, то есть, ну нет, вот как есть. Как бы, ты 21 год, в дубле ты перерос, вторую лигу я не поеду, не рассматриваю, первая лига тебя никто не знает, мужики, то есть все. Я, короче, просто сижу типа в луже и понимаю, что, ну, я, наверное, что-то думаю, сейчас думаю, бате звонить, что-то там какие-то с ним темки делать, работать надо где-то. То есть я хотел закончить после ну, этого? Ты не понимаешь, ты никому не нужен, то есть, ну, ехать во вторую лигу, понятно, хотелось бы чего-то большего, причем ты знаешь, что ты претендуешь на скамейку, то есть ты в обойме должен быть. И дальше, значит, увольняют Черчесова. Ну, это просто как в сказке. Я в тот период, я вообще не понимал, как так может карьера моя развернуться. Приходит Андрей Николаевич Кобелев, вот, буквально все это быстро, он говорит, ну, возвращаешься к основному составу, вот, а я готов, эмоционально все, он говорит, подходит такой, ну что, завтра дебютируешь? С Локомотивом в Москве, дерби. Я такой, не пойму, что вообще, как, зачем, я дебютирую, типа, у тебя вот состав там звездный, дебютируешь, готовься. Я такой, да нет, короче, ну просто вот тряска. Все, потом выхожу на поле, спокойствие, лучшую игру свою выдал вообще. То есть ты понимаешь, ты не знаешь, команда, не команда, через 2 недели ты дебютируешь, ты забиваешь гол. Да, в первом же ты, матче. блин, ты просто себя по-другому чувствуешь. И ты как бы понял, у тебя перевоплощение, то есть это настолько вдохновляюще, футбол. Это футбол. Там же и Козлов, они нет, по центру удар поворотом и гол! И вот вам дебют, Григорий Морозов! Вот вам, пожалуйста, под перерыв! Когда ты тренировался, но все не мог дебютировать, теперь уже плюс-минус по понятным причинам. С вами тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг. То есть это таких достаточно 3 одиозных мифических персонажа. То есть вы с пацанами внутри обсуждали, блядь, вот из разряда, что происходит? Ну когда закончится этот блат и вот эта вот дичь, когда детишки тренируются в таком клубе историческом, как «Динамо»? Ну, конечно, то есть, опять же, я был более чуть-чуть молодой, как бы я еще прислушивался там к старшим, например, там мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему, но он вообще за голову хватался. Он говорит, ну я человек, который пришел, я хочу здесь побеждать,
меня интересуют кубки, но я не могу, ну, понимаешь, да, его темперамент, то есть как он. И я его полностью поддерживаю. То есть это было там, ну, вообще ни в какие рамки, типа, ну, не лезет. Пацаны, они классные пацаны, это все отлично. Не профессия. Ну, блин, понимаете, мы вроде говорим про большой клуб, топ-клуб, но вот это вот кумовство, типа, в России, ну, оно присутствует. Я слышал, что ты просил фанатов «Динамо», чтобы тебя взяли на драку Да. между фанатьем, чтобы ты посмотрел, зачем тебе это надо было. Да, мурашки, да. Смотри. Зачем тебе это надо было? Расскажи в деталях, как это происходило и вообще, почему ты в это вписался? Зачем тебе драка между фанатами? Вообще мне было всегда интересно узнать, как живут пацаны молодые вокруг команды, знаешь. Вот, и мне там, после того, как я дебютировал, ко мне сразу подошли лидеры там фанатских объединений, там, помню, Capitals, Девятка, молодые ребята, то есть я им сразу, я говорю, пацаны, вы мне очень интересны, то есть мне хочется знать там, понимаешь, у меня был какой-то вот этот искренний интерес, вот, и они сразу с пониманием отнеслись, ну, типа, занимайся своим делом, как только что-то появится, мы тебе сообщим. Я получаю сообщение, не помню в какой соцсети, в общем, все было слишком зашифровано. Я понимаю, что у меня первая половина дня свободна. Я выдвигаюсь на заданную точку, то есть это было метро в Москве. Мне супер далеко было ехать, но ради этого, типа, я пораньше встал, около 8:30 я уже был на месте. Был просто торговый центр. Значит, я поднимаюсь на 4-й этаж, и потихонечку начинают подходить мужички, пацаны, то есть такие все, ну, сбитенькие, короче, со спортивными сумочками. И кто-то заказывает себе покушать, и так виду не подают, друг на друга смотрят, в общем, далее. Подходит мужичок, говорит, так, пацаны, у нас там, в общем, все они здороваются, так, знаешь, как они здороваются? Да. Все друг друга обозначили. Ты вместе с ними? Ну, я не участвую, я именно рядом. Окей. Мне интересен сам процесс. Вот. И назначают время. То есть мы понимаем, где локация у нас из этого торгового центра. Мы садимся в 4 машины, все просто битком машины, и выезжаем недалеко на поляну. Выдвигаемся немножко вглубь леса. Это где-то, ну, это Москва, но это какой-то большой парк. Этот главный человек, старший, опять сообщает, что там у нас выход через там 20 минут, условно. Все, ребятки из этих сумочек достают там принадлежности, перематывают ручки, там вазелинчик. Ни кассетов, ни оружия, ничего такого, чисто кулачка, да? Все супер, типа, ну, таких сдержанных традиционных ценностей. Вот, и, значит, дальше ребята начинают разминаться, то есть все, уже идет процесс, в общем. И я понимаю, что встреча будет, и нам сообщают, сегодня «Спартак», там 7-7. Сходка будет метров через 50. Мы, значит, туда выдвигаемся, стоят рефери. Значит, Что, судьи есть? Ну, конечно, кто следит за процессом. То есть ты не можешь там условно убить человека, да, понимаешь? Тут, значит, стоит камера, у них есть свой разбор. Ты не понимаешь, они разбирают то, что кто как себя проявил. Ты можешь из первого состава попасть в второй. Это серьезно? Это супер интересно. То есть, подожди, да. У фанатов драки происходят в режиме матча со своими разборами, судьями. Примерно выглядит все так же. То есть ты можешь себя настолько проявить, типа красавчиком, что в следующий раз тебя уже из молодежки переведут в основной состав. Да, это очень круто. Это очень круто. Вот. И, значит, ребята сходятся 7-7, люди снимают на камеры. Вот. И в прошлый раз, ну вот в этот раз, значит, спартачи побили наших, поколотили. Ну, соответственно, там лозунги летят, все такая шиза, типа, крутая. И все, в момент, когда кто-то из старших говорит, заканчиваем, эти спартаковские пацаны подходят к нашим, просто поднимают, как тебе, ну, то есть все настолько, настолько на уважении. То есть друг другу все помогли там перемотаться, что нужно. У ребят есть свои врачи. То есть мы сразу же садимся в машину, кто там покалеченный, они едут к своим врачам, звонят, то есть где-то рядом там все это схвачено. И что мне дико понравилось, одному парню звонит мама, вот, типа, ты где? А он ей говорит, мама, я в тренажерном зале, знаешь, сам сидит весь, короче, такой адреналин словил. И я вижу в этих глазах, короче, типа, ну, такую страсть именно вот к поединку, к честному. И вот может быть, в нем это сидит, что не выплескивать это там условно на стадионах, там, не знаю, при детях, еще где-то. Он поехал, договорился, он выплеснул там эмоции, на которые на него накопились, то есть там за неделю. И все, он чувствует себя красавчиком, он там, может быть, получил или дал.
Поэтому я считаю, Общаешься с кем-то из ребят сейчас из актива да, «Динамо»? да, я переписывался там, ну, не буду, наверное, называть имена, но переписывался. Вот. Ну, конечно, гаечки им подкрутили, там, то есть это все понимают, и перед чемпионатом мира, то есть они сейчас пребывают в таком, ну, мы понимаем, по каким причинам, то есть это огромная сила. Ты Вот. сейчас перебил немножко даже следующий мой вопрос. Вчера на вашей игре я просто офигел от того, что летят фаеры, причем там сотнями, да, люди заходят иногда там в перерыве, причем открыты двери вообще на стадион, ты можешь заходить хоть там, я не знаю, весь город придет, да, и никого не сажают в тюрьмы, никого не ломают, никого не бьют дубинками, все очень спокойно, то есть как бы, ну, в том плане, что нет каких-то репрессий. Как ты относишься к Фан-ID и твое мнение по этому поводу? И почему, собственно говоря, ужесточились меры к фанатам? Ну, Фан-ID, я считаю, что это просто, ну, как бы плевок в сторону там фанатских объединений, вот, настоящих болельщиков. Условно, они считают это своей религией. Как ты можешь там человека обязать, там, например, в церковь пойти там по каким-то удостоверениям? Ну, то есть для меня это дикость. Ну, то есть я это не принимаю, и они заслуженно бойкотируют. Я считаю, что нужно бойкотировать до того момента, как ситуация не переломится. Я просто как бы их двумя руками поддерживаю, они молодцы. И нужно отстаивать свою позицию до конца. Почему жестко закручивают болты именно Фанатью? Твое мнение? Ну, это уже, наверное, много до меня было сказано, но мы же понимали, что там были погромы на той же Манежке, то есть, вот, и, конечно же, это не могли не оценить те люди, которые за этим как бы следят. Тут все как бы одно из другого вытекает, тут как бы все закономерно. Вы проявляете себя таким образом, мы вам не позволим. То есть ты думаешь, что силовики и власть реально боятся фанатов, как, по сути, одну из немногих такую объединенную силу, которая может противостоять на улицах? Я даже в этом уверен, тут как бы не надо далеко ходить, то есть не надо быть каким-то очень умным человеком, все и так понятно. Когда-то ты сказал одну фразу. Давай. Я 100% вернусь когда-нибудь в «Динамо». Сейчас, после 24 февраля, после того, как ты поменял гражданство, ты можешь повторить эту фразу вновь? Смотри, я недавно задумался над тем, что я говорил, да, позовите меня в «Динамо», я пойду пешком. Моя точка зрения изменилась, то есть я очень люблю, ценю и уважаю этот клуб, то, что он мне дал. Но думаю, что сейчас нет. Сейчас я не вижу себя дома, в России, поэтому я бы хотел свою карьеру строить и продолжать здесь. Вот, поэтому, ну, сказал, как бы, да, то есть сказал, это мои, конечно же, слова. Я несу за них ответственность, но сейчас нет такого энтузиазма, то есть ехать в «Динамо», там, для чего, кто тебя там ждет. Вот, а если и ждут, то сейчас моя жизнь здесь, и я хочу, как бы, себя здесь реализовать. Завтра Грише поступает предложение приехать в Россию, обратно, допустим, в «Динамо». «Динамо», сборная России, неважно, что сейчас все пока в европейском бане, нельзя участвовать в международных соревнованиях. Вот ты что ему скажешь? Ты поддержишь его или ты все-таки поддержишь то, чтобы остаться жить не в России, как вы делали в последнее время? Наверное, первый вопрос, который я бы ему задала, это есть ли другие варианты, то есть есть ли вариант не ехать в Россию. Если такой бы был, то, я думаю, мы бы это обговорили. Вот. А в целом, я его в любом случае бы поддержала. То есть я человеку доверяю, я его люблю, поэтому, чтобы какое решение бы он ни принял, я бы его одобрила. Вот. Но мне было бы некомфортно возвращаться в Россию в целом. I can tell you my goals with Morozov next season. Try to find the right team. It can be Beitar Jerusalem, it can be another club. Try to win the league. For example, in Beitar, okay, they want the cup. So the minimum of Beitar Jerusalem, for example, next season, it's of course again if they can win the cup, so why not? But minimum, I think, be in the playoff, top 6. If they can more than that, top 4. Get to Europe by the league, it's also can be great for them. If we move to another club, so okay, we can manage new plan for him. But for Beitar Jerusalem, if you're going to stay there, so you need to finish in top 4, top 6, and
try to win the cup again. And of course, play in Europe, try to do his best in Europe competition. Так, ребятки, ну что, награждение все-таки будет. Смотрите, за моей спиной сколько людей собралось. Обещают 100 тысяч людей в Иерусалиме сегодня. Вчера награждение сорвали, вы сами это прекрасно видели. Но сегодня будет мощно, жарко. Ждем команду, через 15 минут приедут футболисты. Привет! Нифига себе, здесь меня знают. Вот это... На матче работал. Да? И он тоже на матче работал. Да ты что, и ты на матче работал? Свои люди везде. Вау, пацаны, все нормальные люди съебали с матча, я понял. Короче, ребята, сегодня Иерусалим гуляет. Все ждут команду. Сейчас приедут наши герои. И Гришаня в первых рядах. Прям буквально, брат, пока безумие полное не началось. Скажи, Кубок Израиля есть, да? Какая следующая цель? О чем мечтаешь в футболе? Слушай, надо, наверное, думать, в первую очередь сейчас нужно хорошо отдохнуть, подготовиться к следующему сезону. Ну, я вообще вижу здесь, что мы будем в топ-4 в следующий сезон, вот. Ну и в Еврокубках, если мы в конференции что-то зацепим, уже будет удача. То есть сейчас надо понимать, как кругом усиляться, вот, и поэтому такие ощущения классные. Че, кайф? Да, мне все очень здесь нравится, нереально. То есть то, что я ощущаю от людей, какую здесь отдачу, типа, блин, то, что ты говорил, типа, x3, x4, x5, вот тут можно получать больше за счет вот этих эмоций, понимаешь? Бро, давай, я тебе желаю удачи, но у меня есть последний вопрос. Давай. Что должно случиться, чтобы ты вернулся в Россию? Я не знаю, наверное, сейчас точно ничего. Думаю, что внутри семьи мы попозже обсудим. Может быть, что-то произойдет. Пока сложно сказать. Тезисно, почему многие российские футболисты, в том числе такие же, как ты, которые, например, тренировались с Основой, играли за Основу, допустим, московского клуба, потом выпали из обоймы, да, они выбирают ФНЛ-1, они уезжают в Европу, где, ну, по-настоящему, как бы, по сути, это нормальный футбол. Тезисно. Первое. Наверное, страх открыться чему-то новому. Угу. Второе. Наверное, нету заинтересованных команд в этих футболистах зачастую. То есть, как бы мы ни хотели, такого не происходит. Вот. Наверное, третье. Я искренне верю, что люди, которые там провели, например, в России там всю жизнь, им все очень нравится. То есть я тоже, как бы, я прекрасно понимаю, что человек, если чувствует себя комфортно и считает, что здесь ему там все очень нравится, как бы я только
там, 2 руками за, для того, чтобы он оставался там, где ему комфортно. Каждый человек, в общем, свободен, и он должен принимать для себя решения. Я хочу себя по жизни ставить в такие условия, чтобы они были интересны, знаешь, как квест. То есть, вот, как челлендж. Да. Все-таки в Европе футбол, если ты попадаешь в футбольную страну, то намного интереснее там играть и посмотреть, на что ты способен. Но я как бы могу понять и людей, которые играют в России, зарабатывают больше, чем в той же Европе. Это как бы тоже позиция. Но с точки зрения футбола для прогресса, я думаю, лучше было бы ехать и пробовать себя, и играть там. А что бы ты сказал молодым футболистам? Представь, вот куча людей, куча пацанов, которые барахтаются, там, не знаю, ФНЛ-1, лишь бы быть в Москве, лишь бы, там, я не знаю, видеть маму, там, а то вдруг девушка, блядь, уйдет, или еще какой-нибудь бред. Что бы ты им сказал, уже пройдя, по сути, там, 2 страны, да, там, Словению, Израиль, по поводу отъезда, может быть, в менее статусные страны, но зато, которые пропитаны футболом и атмосферой? Лучше попробовать, знаешь, вот, и пожалеть, и вернуться, то есть, там, чем закончить футбольную карьеру, проиграв там в одном городе, как бы ты всем знаком, и ты все знаешь. Вот. Поэтому я думаю, что надо тех, у кого есть такая дилемма, я думаю, что можно как бы себя немножечко, в общем, подтолкнуть к тому, что переехать, и все, и ты потом поймешь, что это настолько круто. То есть я приехал, блин, у меня куча знакомых сейчас там по миру, я знаю, как там по каким методикам, в общем-то, тренируют, там, например, в той же Словении я посмотрел какие-то интересные там истории, вот, здесь тоже набираюсь опыта. В дальнейшем, то есть, если я планирую там тренировать, возможно, мне это интересная история, то у меня уже есть как бы такой типа бэкграунд футболиста, но уже как бы я так могу с этой стороны посмотреть, с этой. Это интересно, поэтому надо решаться, пацаны, все едем играть. Красава! Ребят, я не знаю, войдет это выпуск или нет, но скажу свои мысли после победного матча в Кубке. Знаете, Гриша, я уверен, мог бы сидеть сейчас в Москве, в какой-нибудь команде ФНЛ-1, быть дома, не париться, не знаю, видеть родителей, видеть всех, да, быть в своем мире, в котором мы все, многие привыкли жить. Но он поехал, да, поехал играть в футбол. Сегодня испытывают вот эти вот бомбические эмоции. Поэтому не ссыте, езжайте за своей мечтой, играйте в футбол.